Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами говорим о здоровье, здоровом питании, похудении, красоте и вообще гармонии. Сегодня мы с вами затронем очень интересную тему, один препарат, который называется Ozempic. Пожалуйста, оставайтесь со мной до конца. Меня зовут Виктория Андерсон, я диетолог-нутрициолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Дорогие мои друзья, на прошлой неделе у нас во всех новостях прозвучала великолепная цифра, на которую вышло наше датское производство, фармакологическое производство Novo Nordisk. Оно выпускает лучший в мире инсулин для людей, больных диабетом. Вы, наверное, слышали об этом препарате. И я очень и очень горжусь тем, что именно у нас в Дании выпускается этот самый инсулин и новый препарат, который они изобрели для людей, больных диабетом второго типа. И называется этот препарат Ozempic. Этот препарат сейчас очень и очень популярен, и я расскажу почему. Действие этого препарата, как я уже сказала, который нужно колоть людям с диабетом второго типа, он нормализует глюкозу, уровень глюкозы в нашей крови. Он также, знаете, у нас есть гормон грелин, это гормон голода, и лептин, такой красивый гормон, гормон насыщения. И этот препарат, он как бы стабилизирует и создает баланс между этими двумя гормонами. А вообще действующие вещества препарата Ozempic – это семаглутид, который имитирует гормон, который называется ГПП-1, который вырабатывается в кишечнике и реагирует на прием пищи. Смотрите мое видео про кишечник, это очень и очень важно. Вам будет тоже интересно об этом посмотреть. Так вот, по мере того, как этот препарат разрабатывался, ученые также заметили, что он помогает не только стабилизировать уровень глюкозы, сахара в крови и помогает людям с диабетом, но люди, принимающие этот препарат, также теряют хорошо в весе. То есть его начали прописывать и для людей, у которых очень большой процент жировой массы, которые уже, может быть, рискуют потерять жизнь, скажем так. Ну и, естественно, все наши люди сразу же подсуетились и во всех странах мира начали покупать или просить, выпрашивать рецепты у своих врачей для того, чтобы сбросить энное количество килограмм. Почему люди теряют вес? Давайте разберемся. Не только потому, как я сказала о вышеперечисленных гормонах, но еще этот препарат, он блокирует центр аппетита, он также замедляет работу желудочно-кишечного тракта, то есть пища остается там на более длительное время, и, естественно, мы испытываем чувство сытости на более длительное время. То есть нам не хочется перекусить или поесть что-нибудь быстренько, мы сыты. И этот препарат, он снижает уровень инсулинорезистентности. И, конечно же, благодаря этим трем фактам мы начинаем терять избыточную массу тела. И все вроде бы неплохо, все звучит так хорошо. Ура! Изобретена таблетка, волшебная палочка, я не знаю, волшебный укол. И жизнь прекрасна, удивительна, но на самом деле не все так просто. Во-первых, еще никто не может сказать стопроцентной гарантии, какие побочные эффекты имеет этот препарат для здоровых людей. То есть я имею в виду тех людей, которые просто хотят похудеть. Значит, есть как бы риски панкреатита, есть риски рака поджелудочной железы. В общем, очень много разных как бы слухов сейчас ходит, об этом мы узнаем, может быть, через лет 10-20, что и как, и почему, какие были ошибки допущены, и какие были риски, да. Но уже сейчас очевидно совершенно, что этот препарат влияет на детородную функцию. Почему? Потому что
им начали злоупотреблять не только люди, которые, не знаю, минус 60 нужно килограмм иметь или 100, а и те, кто хочет просто-напросто похудеть на пару-тройку килограмм, на 5 килограмм, например, какая-нибудь модель, которая и так прекрасно выглядит и стройная, она начинает колоть себе этот самый Оземпик, теряет массу тела, и, конечно, жир, которого нет, а жир необходим для производства множества гормонов. И, соответственно, менструальный цикл у таких стройных девушек приостанавливается, и, естественно, они не могут забеременеть. Это тоже очень и очень опасно. Что еще? При Оземпике мы очень быстро худеем. И у нас теряется не только жировая масса, но и мышечная. И даже сейчас уже такое ходит выражение Ozempic face, то есть мы очень быстро худеем, жировая прослойка тоже уходит, начинает кожа обвисать, мы начинаем выглядеть как-то не очень молодо, то есть процессы не успевают, как бы не поспевают один за другим. При нормальном похудении у нас чистится печень. В течение от 30 до 3 месяцев можно восстановить печень. Те люди, у кого большое ожирение, у них, как 100%, я могу сказать, 99%, ладно, жировая гепатозная печень. И вроде бы можно было бы ее почистить немножечко, да, за это время, пока мы на этих уколах, но этого не происходит. Почему? Пока мы колем эти уколы, то мы вроде бы как на таком интуитивном питании. Почему? Потому что к побочным мы можем еще досказать, у нас теряется аппетит, возникает чувство тошноты, некоторые даже имеют рвоту, у кого-то диарея. И когда вот такое состояние, вроде как не хочется кушать, поэтому я сказала, на интуитивном питании, да, и вот вдруг у вас уже возникает это чувство голода. Я очень сомневаюсь, что люди с большим ожирением захотят на этом а-ля интуитивном питании скушать листик салата или же букетик брокколи. Естественно, человек предпочтет что-нибудь такое любимое съесть, а любимое зачастую бывает это быстрые углеводы, это тортики, это пироженки, сладости какие-то, да. То есть печень не чистится при этом, а почему? Да потому что мы продолжаем есть так, как мы раньше любили. Вот, наш организм при питании, если мы находимся на этом самом Оземпике, нуждается в минералах, как и в любое другое время, в жирах, в углеводах, в витаминах, которые усваиваются нашим кишечником. И опять же, то же самое происходит, как и с печенью, ей нужна клетчатка, а мы нашему организму этого не додаем. То есть мы, получается, знаете, как бы питаться начинаем, хотим мы того или нет, но неправильно. Оземпик – это очень дорогой препарат. В Дании он стоит от где-то 1500 до 1700 датских крон. Это приблизительно $250. Если в рублях, это около 20 тысяч рублей за один укол. Этот укол, он колется раз в неделю, то есть его хватает на 4 недели этого препарата, и потом нужно, соответственно, докупать для того, чтобы продолжать вот это вот наше похудение. Я сейчас опять же подчеркиваю, что мы говорим о нормальных людях, которые просто должны сбросить лишний вес. Они худеют, быстро худеют, но не у всех хватает финансов на поддержание этой самой системы похудения за счет этой волшебной таблетки или, как в нашем случае, уколе. И последнее время, почему вот я решила записать это видео, ко мне поступает множество звонков. Вика, помоги, у вас там такой есть препарат, он производится в Дании, может быть, можно как-то его здесь купить, а может быть, он у вас дешевле, потому что Дания это страна-производитель. И я хочу вас заверить, во-первых, этот препарат продается в Дании исключительно по рецептам, так же, как он должен продаваться во всех других странах мира. Но, к сожалению, есть такая тенденция, мы уже слышали о 20 делах, которые сейчас рассматриваются
прокуратурой Копенгагена, кто-то из этих людей уже начал выбирать трехгодичную норму вот этого самого препарата, выкупает и потом перепродают. То же самое происходит и в других странах. У меня моя выпускница школы Nordic Balance, Юта ее зовут, она из Эстонии. И вот у нее действительно диабет второго типа. И она говорит, что она вынуждена объездить весь Таллин для того, чтобы все аптеки Таллин, для того, чтобы найти хотя бы один укол в какой-либо аптеке. Вы представляете? То есть поступает вроде как, да, есть один этот препарат, но на одного человека и всего лишь на 1 месяц. Поэтому, мои дорогие, мои хорошие, я вас искренне всех прошу и призываю к тому, если вы хотите похудеть, то, пожалуйста, переосмыслите свой образ жизни, что-то поменяйте в своем питании, не ищите никаких волшебных таблеток, и чудес просто-напросто в этом смысле не бывает. Ужас заключается в том, что препарат действует до того момента, пока вы его колите, а как только вы прекращаете делать эти уколы, соответственно, и препарат снимает блокировку с чувства аппетита, вы начинаете постепенно приходить к тому же самому образу жизни и к тому же самому питанию, на котором вы набрали эти самые лишние килограммы, растолстели, получили высокий холестерин, ожирение печени и кучу других неприятностей в своей жизни. То есть, если коротко сказать, то этот препарат снимает с нас чувство ответственности и дисциплины, и мы себе только вредим. А, дорогие мои, питаться мы должны сбалансированно. В нашем рационе должна быть и рыба, и мясо, и овощи, и фрукты, и клетчатка, и орехи, и семена, и длинные углеводы, конечно же. И мы должны активный вести образ жизни, а не думать и не мечтать о том, что ой, сейчас я быстренько похудею, и жизнь моя наладится так же, как у всех звезд, очень многих звезд, которые сейчас великолепно вроде бы как выглядят благодаря этому препарату. Но пожизненно, я думаю, не каждый сможет худеть на Оземпике. И у меня появляется все больше и больше состоятельных клиентов, которые уже как бы отходят от этого препарата и просят меня помочь им обрести здоровье и хороший нормальный вес без каких-либо уколов. И вот сейчас я готовлю для вас всех мастер-класс, который проведу в онлайне на своем YouTube-канале в марте или в апреле месяце. И этот мастер-класс будет посвящен срывам в питании. Я вас буду учить каким-то приемам, которые будут вас останавливать от срывов. Вы будете делать вместе со мной кое-какие упражнения, может быть, даже медитации, которые вы сможете записать и слушать в будущем. И будете исправлять какие-то вот эти свои неправильные привычки и переосмыслять что-то в вашей жизни и также в вашем пищевом поведении. Дорогие мои, я надеюсь, это видео было не столь информативным, но полезным для вас. Я очень надеюсь, что я вас хоть как-то предупредила, и вы теперь обдумаете свои действия и не будете искать каких-либо легких решений, молниеносных решений. Поверьте мне, я не хочу иметь много клиентов и зарабатывать свои деньги этим самым путем. Я хочу приносить вам всем пользу и прорабатывать с вами ваши какие-либо неправильные моменты в жизни, в вашем пищевом поведении. И хочу, чтобы вы все не боялись еды, а любили еду, получали от нее удовольствие, помнили о том, что она нам необходима для того, чтобы жить. Ну и, конечно же, чтобы вы понимали, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо, что послушали мое видео, посмотрели на меня. Оставляйте свои комментарии.
Я обязательно буду готовиться по вашим комментариям к каким-то новым темам и с удовольствием буду для вас работать. Спасибо за сегодня и до новых встреч, мои дорогие. С вами была любящая вас Виктория. Пока!